Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Пока Дилан наливал чай барану, баран наблюдал за ним. Пока Дилан подавал чай, их руки соприкоснулись, и они посмотрели друг на друга. Баран спросил Дилана, в порядке ли он. Дилан сказал, что все в порядке. Баран взял чай и ушел, Дилан вздохнул вслед ему и начал думать о том, что сказала дама Кадер, и сказал себе, что она была права. Вспомнив свои старые воспоминания, он решил, что Кадер был неправ. Джихан Сена и мать Сены Айши Ханем разговаривают на пляже. Сена говорит матери, что рассказала Джихан все. Мать Сены отказывается от помощи Джихан. Джихан настаивает и говорит, что у них есть дом, и они могут остаться там на некоторое время. Сена и ее мать соглашаются, но она говорит, что они вернут деньги, которые взяли у нее. Джевдет спрашивает Джеврии, спит ли Егмур. Чеврия говорит, что спит, но все еще не может выкинуть еду из головы. Он говорит, что все еще очень скучает по матери, но Джевдет говорит, что привыкнет. Она спрашивает, как поживает Чеврии, и говорит, что мы будем очень любить ее и вместе преодолеем это. Леди Кадер попросила у Дилана специи, но она сильно добавляет блюду. Дилан говорит, что баран не может есть много боли. Тогда Дилан решает приготовить артишоки для барана. Кадер леди также говорит, что человек, который любит, знает, что к нему придет и что будет для него хорошо или нет. Дилан, с другой стороны, отрицает это и говорит, что я бы так и сделал, и уходит из кухни под предлогом того, что посмотрел на кошек. Кадер леди, с другой стороны, говорит себе, не отрицай этого, слушай свое сердце. Баран сидит в своем кабинете и начинает думать. Он начинает думать о том, что случилось с Диланом на кухне. Позже он вспоминает, что они подписали заявление о разводе, и его глаза наполняются слезами. Ферат и Гуль сидят вместе на скамейке. Гуль говорит, что мы договорились о свадьбе, мы все сделали и наконец-то поженились. Он спрашивает Ферата, какое платье ему больше подходит. Когда Ферат не отвечает, Гуль обижается. Но позже Ферат показывает фотографию Гуль в платье, которое он взял, и они смеются. У них романтическое время. Дилан разговаривает сам с собой. Он говорит: опомнись. Судьба переосмысливает то, что сказала дама. Но нет, мы должны развестись, это правильно, говорит он. Он говорит, что если я поеду, это будет хорошо для меня, и моей единственной проблемой будет мое будущее с моим образованием. Потом, поняв, что забыл о назначении в паспорте, пытается тут же наверстать упущенное. По пути он встречает Сену и ее мать. Спрашивает о положении стоя. Джихан говорит, что придет через 5 минут и уходит. Дилан спрашивает, может ли она помочь Сене и ее матери. Говорят, не надо. Дилан говорит, давай зайдем внутрь, но Сена и ее мать говорят, что у них назначен прием к врачу, и отказываются. Когда входит Дилан, она спрашивает Джихан, все ли с ними в порядке, но Джихан говорит, что у матери Сены болит голова, и они прощаются. Дилан понимает, что снова забыла о встрече. Семья Дилана говорит о будущем Дилана. Отец Дилана дает список Али и просит его взять те, что есть, и говорит, что жених непрост, возьми их. Зюмруд тоже хочет пойти с Али, но мать не дает ему ничего сказать. Баран спрашивает Дилана, куда он идет, и тот говорит, что опаздывает на встречу с паспортом. Баран предлагает взять его, и они идут вместе. Чеврии и Егмур вместе пекут пироги. Они пекут пирожные, которые делают сами, и Джерри говорит, что я устала, Егмур говорит, но нам было весело. Они немного шутят, а потом идут мыть руки. Рейн чувствует запах мыла в ванной и говорит, что оно пахнет так же, как моя мама. Вдобавок ко всему, Чеврии расстраивается и говорит, давай помоем руки. Берон и Дилан отправились в путь вместе. Время от времени они смотрят друг на друга.
Дилан говорит, что это было проблемой для Барана. Баран говорит, что ему все равно нравится водить машину. Дилан упоминает, что погода очень хорошая и самое время прогуляться. Баран говорит, что если бы у тебя не было записи, я бы взял тебя. Затем он говорит, что ему не придется беспокоиться о поиске дома за границей. Он говорит, что изучил себя и выберет самое безопасное и красивое место. Дилан, спасибо и тебе. Пока Ферат и Гуль возвращаются вместе, они встречают Хасан-бея. Ферат велит Гулю войти внутрь. Хасан-бей велит Ферату покинуть Гуль. Ферат говорит, что не оставит ее и что они определили дату свадьбы. Его отец также злится и оскорбляет его. Ферат говорит, что для него это не имеет значения. Ее отец говорит ей либо отказаться от девушки, либо отречься от тебя. Ферат говорит, делай все возможное. Гуль сообщает Кадеру, что у них назначена дата свадьбы. Леди Кадер счастлива и желает дочери всего наилучшего. Дилан и Баран идут бок о бок по пляжу. Баран спрашивает, рад ли он идти. Дилан говорит, что это то же самое. Дилан спросил Барана, как шипит. Баран также говорит об их различиях и говорит, что это красиво, но он скучает по этим местам. Он спрашивает Дилана, будешь ли ты скучать по нему, он говорит, конечно, я буду скучать по тебе. Ферат говорит сам с собой о том, что сказал его отец. Гуль приходит к Ферату и спрашивает, о чем она говорила с отцом и говорила ли она, что у них будет свадьба. Ферат говорит то, что сказал, но игнорирует это и говорит о хороших вещах. Чеврей спрашивает Егмур о картине, которую она нарисовала. Егмур говорит, что это она и ее мать. Баран звонит Джихану, но Джихан не берет трубку. Дилан говорит, что они в последнем доме. Затем снова звонит Джихан. Баран злится, но Джихан раскрывается и говорит, что останется со своим другом. Они вешают трубку, и Дилан говорит, что он молод и хорош. Баран говорит, что беспокоится о ней. Дилан всегда упоминает, что в особняке может быть скучно. Баран также соглашается и говорит, что раньше они проводили больше времени и даже устроили соревнования по прыжкам через камни. Дилан говорит, что я тоже хорошо пропускаю камни, и они начинают вместе бросать камни. Затем Дилан снова прыгает и празднует свою победу, говоря, что я выиграл. В этот момент он теряет равновесие и падает на колени Барана, и они какое-то время смотрят. Чеврей говорит Зюмруд, что мать Егмура не хочет ее. В это время приходит Егмур и просит Чеврия приготовить завтра что-нибудь вкусное, и говорит ей поступать так, как делала ее мать. Чеврий также принимает. Пока Баран и Дилан возвращаются с пляжа, к ним приходит мальчик-флорист и хочет продать цветы. Баран покупает все цветы, ребенок говорит, что я надеюсь, что ты всегда будешь счастлив с моей сестрой, и уходит. Дилан благодарит за цветы и спрашивает, есть ли причина, по которой она взяла все цветы. Баран говорит, что не хочет, чтобы работа ребенка затягивалась, и берет его в поездку. Сена и ее мать входят в дом, принесенный Джихан. Айши плохо себя чувствует, и ее положили на диван. Сена и Джихан беспокоятся о ней, но Айши говорит, что с ней все в порядке. Айши говорит, что ей плохо, потому что она обуза для людей. Джихан, с другой стороны, говорит, что это не его вина, все из-за Елдерая, и это пройдет. Баран и Дилан вместе возвращаются домой, но дама Азади у двери злится, когда видит цветы в руке Дилана. Он разговаривает сам с собой и думает о том, что сказал Сераб, и думает, правда ли это. Хасан-бей и Дирья снова встречаются, и Хасан рассказывает, что произошло. Дирья говорит, что мы собираемся делать, а Хасан говорит, что у него есть план. Дилан разговаривает с цветами и нюхает их. Судьба еще раз думает о том, что сказала дама. Баран, с другой стороны, думает о том, что произошло, пока они кидают камни в кабинете, и его глаза снова наполняются слезами. Пока Дилан пытается закрыть застрявший ящик витрины, приходит Баран и помогает.
Баран видит цветы, которые он купил для Дилана, и понимает, что они цветут. На вопрос, как ей это удалось, Дилан отвечает, что цветы как люди, я сделала то, что было нужно. Баран спрашивает, только ли в нем эта сила, и смотрит на него. С другой стороны, Дила просто говорит спокойной ночи, и они ложатся на кровати друг друга, и какое-то время смотрят друг на друга. Пока Джеври и Джевдет ждут, когда Егмор ляжет спать на ее голову, Егмор спрашивает ее о ее матери. Дилан не может уснуть, встает и начинает смотреть на сарай. С другой стороны, она задается вопросом, действительно ли она любит его или нет. Чеври говорит Ягмуру, иди спать. Егмор, с другой стороны, спрашивает Чеври, почему она разбудила ее как раз тогда, когда собиралась обнять свою мать во сне. Егмор говорит, когда я поеду к маме, Чеври говорит, как можно скорее. Дилан не может уснуть, встает и начинает идти. Баран тоже встает и спрашивает, почему он не может уснуть. Дилан говорит, что не могла уснуть, но Баран говорит, что я знаю, почему. Дилан говорит, откуда ты знаешь, и оборачивается. Баран становится перед ним и говорит, что понимает, что означает каждое его движение. Он подходит ближе и говорит, что теперь я знаю, о чем вы думаете. Он спрашивает, думаете ли вы о том, что сказала леди Кадер. Дилан отвечает, ты слышал. Баран говорит, что слышал каждое слово. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.